Здесь есть ценность в этом мире для человека. Ну, так кажется. Правда? Не будем нарушать этого порядка, не беспокойтесь, ничего страшного не будет происходить. Дорожите близкими, все это хорошо. Но просто перевяжитесь к Кришне, потому что у вас родственников было огромное количество в прошлой жизни, о которых вы уже ничего не помните. Если даже вам напомнить, вы не обратите на это внимания. Вы все забудете. Эту жизнь тоже забудете, она пройдет. Ничего не останется. И неважно, есть реинкарнация, нет реинкарнации, тут то же самое. Все предается забвению. Если вы не верите в реинкарнацию, все равно в этом смысла нет. Все равно. Но лучше признать существование души, тогда появляется смысл. Ведь я же хочу быть привязанным, поймите. Каждый хочет иметь прибежище, привязанность, сердечную привязанность, значит, смысла нет в жизни. Любовь должна быть. Но эта же любовь в материальном мире, она приносит столько боли, потому что она временна. Просто это слово объясняет временно. И по-разному временно. Может быть обмануть, может быть несчастный случай, может быть с нами что-то случается. Люди сходятся, расходятся в этом мире, говорится, как соломинки в океане. Такой пример. Такой пример, реальный пример. Материальное существование подобно океану, границ нет. Где мы только не блуждаем, как духовные существа, где мы только не бываем. Эти соломинки иногда, они в этих волнах океанских могут встретиться и как-то вот сцепиться на какое-то время, плыть вместе. Следующая волна, и все, мы не знаем, где они будут. Другой пример — эскалатор в метро. Просто бежите куда-то на работу, но вам нужно преодолеть пространство, вы становитесь на эскалатор. И тут замечаете, что кто-то рядом стоит тоже, прям бок о бок. Прям вплотную, бывает, люди стоят. Когда они двигаются, они не замечают, кто это, неважно, просто помеха, потому что у нас цель есть. Но стоит вам остановиться, начинать чувствовать, с этим человеком не очень хорошо стоять рядом, с этим лучше, ближе. На 2 минуты, на 1,5 минуты эскалатора, даже на это вы реагируете. И через 2 минуты раз вы уже все, вы уже неизвестно, кто куда пошел по своему назначению. У каждого есть свое назначение. Не думайте, что у близких людей, мужа, жены, детей, родственников одно назначение. Нет. В материальном мире у них разные желания. У всех свои желания, у каждого. И у ваших детей, и у ваших родителей, и у всех на свете. Те, кого вы считаете близкими, у каждого есть своя индивидуальная задача. Поэтому в мир выглядит хаотичным. Выглядит так. Он не хаотичен. Делают такие съемки городов, потом замедляют запись, потом включают ее на скорости. И там все быстро происходит. Люди вот таким образом. Просто хаос. Машины, люди, машины, люди, машины, люди. Кажется, хаос. Спросите любого отдельно, куда идет. Он точно знает, куда идет. Никакого хаоса. Просто разные предназначения, разные цели. Это нужно знать. Ну, как люди фантазируют, они любили друг друга и умерли в один день, в 1 минуту. И так это успокаивает как-то, что хотя бы вместе умереть. Потому что умереть в разное время — это кому-то будет очень больно. Как родители говорят, что там, какой гороскоп у ребенка, сколько там проживет. Недолгая жизнь у него, да? Сколько? Ну нас уже не будет, ну слава Богу, все. Это уже нас так не волнует. Нас уже не будет в это время. Главное, чтобы не пережить это. С другой стороны, у нас есть своя цель в семье или там задачи какие-то, и мы живем в этом направлении. Если что-то случается там, в Африке, кто-то умер, нас абсолютно это не касается. В Африке нормально, пусть умирают люди. Кстати, нас совершенно не касается это. Все умирают, мы говорим, ну нормально. Там рождаются, умирают, рождают. Какая там рождаемость, какая там смерть? Нормально. Нормально. Общество существует, не вымирает во всяком случае. А есть вымирающие виды человеческих существ. И сейчас на планете я видел. На Дальнем Востоке они вымирающие, есть племена. Вы даже не знаете, как они называются. Их совсем осталось единиц. На глазах вымирают люди.
Не существует больше этого вида жизни. Какие-то существуют еще. Какие-то смешиваются виды жизни. Если ранее они хранили какие-то свои традиции национальные, сейчас это все смешивается, начинается больше, 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 больше. Уже нет такого порядка, как раньше, строгого. Нет таких традиций, ради которых бы создавались династии, семейные, фамильные какие-то ценности, реликвии. Все это уходит в прошлое. Что же остается у нас? В Пуранах написана интересная вещь. Все эти ценности в Кали-югу, они приходят в упадок. Семейные духовные ценности, традиции, все приходят в упадок. Что остается? Только сексуальное влечение. Поэтому брак считается в век Кали фантазией, фантасмагорией. Он не существует уже. Существует только сексуальная привязанность. Пропасть уже пропасть возникла за несколько десятков лет. И мы видим, что это влияет на интеллект людей, на их здоровье, на их отношения, на их характер. Они стали менее стрессоустойчивы сегодня, они все травмированные уже психически, почти все люди, с которыми мы общаемся. Они всегда озабочены чем-то. Это написано в шастрах. Как только вожделение проникает в ваш разум, первое, что с вами происходит, становитесь несчастным человеком. Вы сразу становитесь несчастным человеком. Уже все, вот тут уже подписано, это несчастье. Если вожделение в разум проникло глубоко, оно есть на поверхности всегда, это нормально, да, это здоровый человек, хорошо. Не то, что не должно быть его быть вообще, это наше здоровье тоже. Но если это здоровье 36,6 должно быть, да, не 42 градуса. Если 42 градуса, это несчастье. И сегодня люди практически ни о чем другом думать не могут, как о противоположном поле.